Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом плетения сумок из полипропиленовых лент. Для изготовления своими руками оригинальных, очень крепких и долговечных сумок самых разных размеров и форм идеально подойдет стреппинг-лента. Такие ленты выпускают разных цветов и размеров. Есть ленты шириной 5, 9, 12, 15 и 19 миллиметров. Поверхность ленты рифленая, что уменьшает скольжение накладываемых друг на друга лент и закрепляет изделие дополнительно в помощь использованию крепления. У меня уже есть ленты 7 цветов. Белая, черная, красная, синяя, зеленая, серая и желтая. Вот последнюю ленту мы купили. Это зеленого цвета. Мы покупали шириной 15 миллиметров и толщиной 8 миллиметров. Здесь в бухте 600 метров. Я выбрала ленту шириной 15 миллиметров как наиболее подходящую для плетения сумок. Продаются такие ленты на Озон, Вайлдберрис, Алиэкспресс и отдельных сайтах в интернете. Лучше покупать ленту в стандартных бухтах. Бухты могут быть по 150, 250, 500, 600 и 750 и более метров. Пускай метраж вас не пугает, так как на сумку в среднем сразу уходит от 50 до 70 метров. Впрочем, в интернете можно найти в продаже и меньшие по метражу ленты, начиная от 50 метров. Я всегда использую ленты производства завода «Волга-Полимер». Цвета у них сочные, ассортимент большой, покупаю обычно на Вайлдберрис. В качестве примера покажу вам сплетенные мной сумки из полипропиленовой ленты. Я уже продала несколько подобных сумок. Кроме того, для желающих овладеть техникой плетения из ленты, у меня есть подробные мастер-классы на моих каналах в Рутубе и на Ютубе. Ссылки на плейлисты с плетением я оставлю в описании под видео. Самая первая моя сумка. Вот такая 3D в таких цветах. Тоже 3D вот в таком цвете. Вот таким узором. Вот звездочками в красно-черном исполнении и звездочками в сине-сером исполнении. А также сплела круглую вазу для фруктов и конфет в сине-белом исполнении. При плетении многих сумок очень тяжело было протягивать ленты. Поэтому я использовала пилочки для ногтей. Абразивный слой заточен надфилем, напильником и стал более-менее гладким. И удобно ими работать. А концы лент обрезали маникюрными ножницами. Очень удобно. Для всех сумок плела ручки вот внутри шланга. Причем ширина этой ленты ровно половина основной ленты. Сплетенную ручку протягивала через ПВХ трубку и крепила к сумке хольнитенами. Значит, ручки крепила сначала на хольнитены, которые крепились следующим образом. Сначала прокалывала отверстие паяльником горячим, и потом с другой стороны забивала шляпку. Но они мне не понравились. Я от них отказалась. И перешла на винтовые хольнитены. Вот. Крепятся на винтах. Ну, отверткой закручиваются и все. Вот на примере этой сумки я вам покажу, что нужно иногда нарезать ленты в половину уже, нежели основная.
Вот у меня здесь использованы узкие ленты. А эта сумка вся сплетена из половины ширины основной ленты. Мы ленты раньше резали ножницами. Но это очень трудоемкая работа, занимает много времени и усилий, чтобы отрезать ровно по центру. А нарезать приходилось многие метры. По этой причине я пришла к выводу, что требуется облегчить эту ручную работу, то есть нарезку ленты. Поиск в интернете приспособлений для резки вдоль ленты показал, что таких устройств практически нет. Удалось найти только станок для нарезки лент на Алиэкспрессе, но он очень громоздкий, тяжелый и дорогой. Цены от 20 тысяч рублей. И главное, нарезать эту ленту только на 2, 4, 6 и 8 миллиметров по ширине. Мне это не подходит, так как для моей 15-миллиметровой ленты надо ширину нарезки 5, если на 3 части делить, или 7,5, если пополам. В интернете нашла несколько рекламных роликов, по-видимому, малазийских, с показом самодельных устройств для нарезки лент. Сделаны они из дерева, но очень неряшливо. Да и вообще конструкция их не внушает мне доверия. Вдобавок, покупку даже таких изделий в России осуществить практически невозможно. Учитывая все указанное, мы с мужем решили сделать свое приспособление для нарезки этих лент. Сначала мы сделали вот такое приспособление. Я уже его один раз показывала. Вставляли внутрь режущую кромку, причем вставляли разную. Вот это первое приспособление. Он у нас зажимался болтами, винтами. Вот такой разборный. И вот видите, у нас здесь стоят канцелярские ножи. Пробовали ставить туда лезвие вместо ножей. Не получается, потому что так вот пополам, если разрезать, оно, конечно, режет. Вот, разрезали. Но вот здесь остаются махры. Видите? И следующая лента уже хуже будет разрезаться. И последующая еще хуже. Поэтому мы решили усовершенствовать эту конструкцию. Значит, после многих раздумий мы решили вот таким образом сделать. Учтя все недочеты первого сделанного приспособления, муж сделал другие. Вот наполовину режет и на четвертинки. Здесь застежка. Вот так раскрывается. Значит, установил петли. И сюда поставил. Вот видно. Ножи для скальпеля. Они съемные.
Продаются в наборе, недорогие. Заказал на Озоне буковый шлифованный брус нужного размера. Это брус 350 на 35 и на 30 миллиметров. 4 штуки. И вот такой же брусок буковый 370 на 70 и на 25 миллиметров. Это количество брусков как раз хватает, чтобы сделать два приспособления, два резака. Лезвие от скальпеля ставится между двумя брусками. Сверху наклеили кромку для кухонной столешницы, чтобы по высоте, вот, высота как раз проходит. И разбирается хорошо. И теперь посмотрим его в действии. Направление, откуда вставлять ленту. Вы потренируйтесь. Если кто сделает такое приспособление, потренируйтесь быстро выдергивать или медленно, не спеша. Вот, смотрите, разрезали, и махров практически нет. Вот немного есть. Теперь посмотрим внутри. Видите, нож чистый. Теперь половину разделим еще пополам, то есть когда потребуется четверть ленты. Вот на четвертинке. И нож чистый. Что хочу сказать по поводу отверстия. Значит, глубина отверстия такая, чтобы туда вошло лезвие. Вот. Вот прилагаю схему, которую начертил муж в масштабе 1:1. Вот это чертеж в таком виде. Вы можете сделать скриншот. И вот вторая схема. Тоже можете сделать скриншот и самостоятельно сделать такое же приспособление для нарезки ленты. Надеюсь, что это видео кому-нибудь окажется полезным, а кого-то сподвигнет на плетение сумок и других изделий из полипропиленовой ленты. Думаю, что полностью изложила основные нюансы работы с лентой, без утайки и без прикрас. Всегда готова ответить на ваши вопросы. Если кому что-то будет непонятно, пишите в комментариях, я вам всегда помогу и подскажу. Вот можно еще в таком виде сделать скриншот. Всего вам доброго, спасибо за внимание.